Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про общежитие в Австрии, где их искать, как бронировать, как подаваться и сколько это стоит. Поиск жилья для студентов до переезда в Австрию – это один из важных пунктов при поступлении в Австрии. Почему? Давайте я вам объясню все пошагово в этом видео. И давайте начинать. И если вы впервые на моем канале, меня зовут Кузи, мне 25 лет, и примерно 1,5-2 месяца назад я переехала в Австрию, а именно в Вену на учебу. И на данный момент я учусь на подготовительном отделении. Про мое поступление уже есть видео на моем канале, так что обязательно посмотрите. Почему важно иметь жилье до переезда в Австрию и почему 99% студентов выбирают именно общежитие? Давайте поговорим. Ну, во-первых, жилье вам нужен еще до переезда в Австрию. Почему? Потому что это является один из критерий на подачу на ВНЖ, на вид на жительство. Если вы смотрели мое предыдущее видео про поступление в Австрию, я говорила о том, что после того, как вы получите свое приглашение от университета, следующий шаг – это подача на ВНЖ, вид на жительство. Все студенты должны податься на ВНЖ. Один из документов, который требует ВНЖ – это контракт с общагой либо с квартирой. Поэтому очень важно найти заранее общежитие либо квартиру. Но тут есть один но. Квартиру очень сложно найти до переезда в Австрию, потому что арендодатели не хотят сдавать квартиру человеку, который еще не приехал. Во-вторых, чтобы снять квартиру, нужно оплатить очень большой депозит, а это очень дорого. Ну и во-третьих, некоторые арендодатели просят за год на 6 месяцев платить аренду заранее, и также многие квартиры сдаются без мебели, так что для студентов этот вариант не подходит, поэтому все студенты выбирают общежитие. Я чуть буду сравнивать СНГшные общежития австрийскими, чтобы было более-менее понятно. Ну, во-первых, когда ты в СНГ подаешься в общежитие, ты подаешься тому или иному общежитию, который привязан к одному университету, куда ты подаешься. А в Австрии общежития не привязаны к университету, они все являются частными. И во-вторых, поэтому у вас есть огромный выбор на любой цвет и вкус, на любой бюджет, так что это очень классно. И следующее, это в Австрии никогда не бывает бесплатные общежития, поскольку они все являются частными. Следующее, обычно, когда мы говорим про общежитие в СНГ, мы представляем какие-то старые комнаты, старые здания, по двое, трое, четверо в одной комнате, кухня на весь этаж, либо туалет, душ тоже на весь этаж и так далее. Но в Австрии, даже если они платные, возможно, дороже по СНГшным меркам, но вы получаете соответствующие условия. Какие виды комнат есть в общежитиях? И первое, это когда ты делишь одну комнату с одним человеком максимум. И у вас своя душевая, свой туалет и кухня. Очень редко встретишь, когда кухня на весь этаж. Такие виды комнат обычно стоят от 300 до 500 евро в месяц. И второе, это когда у тебя как двухкомнатная квартира, это у меня своя комната, также есть вторая комната, которая принадлежит моей соседке, но у нас своя кухня, и душевая, и туалет. То есть мы делим кухню и душевую вместе, но зато у каждого свое пространство, и это очень-очень удобно. Такой вид общежития стоит примерно от 500 до 700-800 евро в месяц. Есть третьи, которые мини-апартаменты, когда у тебя своя комната, и в комнате есть свой туалет, душевая и мини-кухня. Такие комнаты обычно стоят от 800 и выше. И если говорить про плюсы, комнаты все современные, мебелированные, есть бесплатный Wi-Fi, также вам не надо оплачивать каждый месяц коммунальные услуги. В комнате есть все необходимое для студентов, и стол, и стул, есть доска. Также есть у нас мусорное ведро, очень много шкафчиков, вот такой вот шкаф для одежды, кровать, естественно, и так далее. Это очень классно. Даже на кухне есть у нас микроволновка у каждого, и холодильник, и все остальное. И также во многих общежитиях убираются еженедельно, у нас убираются 2 раза в месяц. Это все уже входит в стоимость общежития. И во всех общежитиях есть небольшой фитнес-зал. Оно тоже бесплатное, ничего платить не надо дополнительно, оно тоже входит в стоимость общежития. Где-то есть сауна, где-то есть еще музыкальные комнаты. Каждое общежитие чуть-чуть отличается друг от друга, но они все современные, все мебелированные, везде есть бесплатный Wi-Fi, как я уже говорила, так что плюс-минус они все одинаковые. У нас также есть небольшой сад, где можно отдыхать с друзьями. Также на первом этаже есть общая комната, где можно учиться, либо устраивать пати с друзьями и
студентами. И еще одно такой большой плюс, как по мне, в общежитиях в Австрии вас никто не контролирует. То есть таких правил, как вернуться до 10 вечера, либо до 11 вечера, нет. Вы можете возвращаться хоть в 12 ночи, хоть в 3 утра. Также к вам могут приходить ваши друзья, родители, переночевать у вас. Это все разрешается. Когда нужно бронировать жилье, общежитие и как? Желательно бронировать минимум за 5-6 месяцев, а максимум за 8-9, даже за год вперед, как только вы получите пригласительные от университета. И как выглядит процесс подачи? Есть очень много видов общежития в Австрии. Список я оставлю в моем телеграм-канале. И в каждых общежитиях есть свой сайт. Вы заходите в каждый из них, и там будет ряд категорий разных комнат. Как я уже говорила ранее, вы выбираете все под себя, какой вы хотите, какой бюджет и так далее, и подаетесь. И там будет кнопка «Податься», и при подаче обычно запрашивают скан паспорта, и в некоторых еще просят приглашение от университета. Таким образом, вы просто уже дальше ждете ответов от них. И в моем случае я подавалась около в 20 либо в 25 общежитий, и из них мне ответили только 2. Поэтому подавайтесь во все, чтобы успеть к сроку подачи на ВНЖ. И далее вам уже отвечает общежитие. Там будет вся информация о том, что вы должны заплатить депозит, и они отправляют вам свои реквизиты. Депозит обычно зависит от общежития, но это примерно 1 либо 2 месячных оплат. Примерно, если у вас общежитие стоит 500 евро в месяц, то депозит будет либо 500, либо 1000 евро. И также, возможно, в некоторых общежитиях попросят оплатить первый месяц жилья. У меня лично было так. Я оплатила депозит плюс первый месяц жилья. Дальше вы подписываете контракт, и таким образом уже у вас будет свое жилье при приезде в Австрию. И в моем инстаграме я уже выкладывала видео-рум-тур моего общежития, рассказала, что у нас есть, сколько стоит, так что обязательно чекните. И надеюсь, это видео вам понравилось и было максимально информативно. И если у вас будут вопросы, то обязательно пишите в комментариях, я постараюсь всем ответить. И всем пока-пока!